Рада приветствовать всех любителей вязания. Я уже начинаю подбирать модели и узоры для изделий, которые я хочу связать себе на осень. И один из таких узоров я хочу показать вам сегодня. Вязала я его по мотивам вот этого джемпера. Он и легкий одновременно, и стильно очень выглядит. Вот такой результат у меня получился. Узор имеет достаточно острые зубчики по низу. Их можно убрать только с помощью манжета. С помощью ВТО полностью они не убираются. Все равно остается вот такой слегка волнообразный край. Вот здесь я показываю так, как именно формируется он по узору, без моих вмешательств. Итак, вот таким образом он выглядит. Вот посмотрите, очень интересно получается, красиво. Если же вязать этот узор от горловины, он выглядит вот таким образом. Именно в таком варианте я и планирую вязать себе джемпер. Его изнаночная сторона выглядит вот таким образом. Вообще таким узором можно вязать очень многие вещи, потому что будет красиво смотреться и жилетка, и футболка, легкий кардиган и туника. Также можно этот узор использовать в виде отделки, хоть горизонтальной, хоть вертикальной, все это будет очень интересно смотреться. Еще достоинство этого узора для меня лично заключается в том, что он очень-очень простой в исполнении. Здесь практически ничего не нужно запоминать, он вяжется сам по себе. Для вязания этого узора подходят очень многие виды пряжи. Это все гладкие виды пряжи, легкая фантазийная пряжа, ленточка не очень широкая будет очень хорошо выглядеть. Но особенно мне понравилось, как этот узор выглядит в пушистых видах пряжи. В моем случае это ангорка, обычная турецкая ангорка, 550 метров, 100 граммов, средней плотности. То есть я на спицах номер 3 пробовала провязывать образец. Тоже выглядит очень интересно. Как вы уже поняли, к спицам узор не привередлив, потому что он интересно выглядит как в плотном, так и в рыхлом вязании. Скорее здесь зависимость от пряжи будет. Этот узор можно вязать в нескольких вариантах. Здесь я максимально продублировала тот вариант, который на джемпере выше показанном. Также можно здесь платочный узор заменить лицевой гладью. И вот эти убавления пустить в противоположную сторону. Тоже получится интересный вариант. И узор будет уже выглядеть немного иначе. Но все это нужно пробовать. Все зависит от пряжи. Потому что в одной пряже, к примеру, такой вариант интереснее выглядит. А в другой пряже это будет по-другому. А теперь давайте приступим к исполнению. И как всегда начну я с показа схемы данного узора, раппорт которого состоит 14 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать два раппорта этого узора, поэтому я набрала 31 петлю, 28 это 2 раппорта узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Я покажу все элементы вязания, которые используются в этом узоре, и переход от раппорта к раппорту в ширину. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. Как видите по схеме, он начинается с провязыванием 3 петель вместе лицевой со второй центральной петлей. Но в начале и в конце ряда не хватает накида третьему убавлению, поэтому я это убавление разделяю и убавляю 2 петли в начале ряда и 2 петли в конце ряда. Итак, кромочную я пересняла, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево в начале ряда, далее идет 5 платочных петель, 2, 3, 4, 5.
Их я провязываю по лицевой стороне изнаночными и по изнаночной также изнаночными петлями. В таком случае четные ряды провязываются полностью изнаночной петлей. Далее идет накид, 1 лицевая накид, 5 платочных петель, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можно это делать с протяжкой. Я предпочитаю провязывать все 3 петли вместе, поэтому я их развернула так, чтобы петли были открыты. Первые 2 петли я переношу на правую спицу, за работой подхватываю первую, а перед работой вторую петлю. Таким образом я поменяла их местами. У меня вторая петля, теперь первая, и провязываю все 3 петли одной лицевой. 5 платочных петель, 3, 4, 5. Накид, 1 лицевая, накид, 5 платочных, 1, 2, 3, 4 и 5. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Вы провязываете то количество, которое нужно для вашего изделия. Поворотные же ряды заканчиваются 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким вот образом и кромочной петлей. В таком случае, как я уже сказала, четные ряды провязываются полностью изнаночными петлями. Частично я провяжу второй ряд вместе с вами, покажу, как я это делаю. Далее четные ряды я буду пропускать. Кромочную я просто переснимаю и провязываю изнаночную изнаночной. Петли платочного узора также изнаночными петлями провязываю. Накид открытой изнаночной петлей. Изнаночная, накид изнаночный, платочные петли также провязываю изнаночной петлей. И таким образом я вяжу до конца ряда. Третий ряд. Кромочную переснимаю. И как в предыдущем ряду я провязываю вместо 3 2 вместе лицевой с наклоном влево. И начинаю вязать дальше по схеме. 4 платочные петли, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые, накид, 4 платочные петли, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю местами первую и вторую петлю и провязываю одной лицевой. Повторяю узор. 4 платочные петли, 2, 3, 4. Накид, 3 лицевые, накид, 4 платочные, 3, 4. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю 2 вместе с наклоном вправо и кромочной петлей. Пятый ряд я начинаю также не 3, а 2 вместе с наклоном влево. Кромочную я переснимаю, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 платочные петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 3 платочные петли, 1, 2, 3. Я закончила вязать первый раппорт узора. И повторяю, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, поменяла их местами и провязываю вместе одной лицевой. 3 платочные, 1, 2, 3. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 3 платочные петли, 2,
3. И на этом я закончила вязать второй раппорт узора. Вы продолжаете вязать по схеме 3 вместе со второй центральной и только в конце ряда провязываете, как я, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И ряд заканчивается кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную я переснимаю. В начале ряда вместо 3 провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет 2 платочные петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 платочные петли. 1, 2. Я провязала первый раппорт узора. Повторяю 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Поменяла первую и вторую местами и провязываю 1 лицевой. Далее идет 2 платочные петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 2 платочные. Я провязала 2 раппорта узора. Заканчиваю ряд точно так же, как и начинала, убавлением 2 петель вместе вместо 3 указанных в схеме. Только в конце ряда с наклоном вправо. И кромочная петля. 9 ряд. Кромочная. И также провязываю 2 вместе с наклоном влево вместо 3. 1 платочная петля, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 1 платочная. И повторяю 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом провязываю это я. Далее 1 платочная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 платочная петля. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю, как и начинала, убавлением вместо 3 2 вместе лицевой, только в конце ряда с наклоном вправо и кромочная петля. 11 последний лицевой ряд данного узора. Кромочную я переснимаю и начинаю вязание раппорта, как и в предыдущих рядах, с 2 петель вместе с наклоном влево. Далее идет накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид и повторяю 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Провязываю 1 лицевой, далее идет накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля и накид. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд я буду заканчивать вместо 3 2 петлями вместе с наклоном вправо и кромочной петлей. После того, как вы провяжете 12 ряд, узор повторяется с 1 по 12 на ту высоту, которая вам необходима. И вот так он выглядит. Вот такой узор сегодня я вам приготовила. Надеюсь, он вам понравился. Кто-то, возможно, свяжет себе летнюю маечку, а кто-то, так как я, оставит этот узор в копилочку на осень. Всем хорошего дня и до встречи на канале!